Жених ее подруги. «Это совсем не смешно», — буркнула Лиза в то время, как ее сердце готово было выпрыгнуть из груди. «Я понимаю, что ты обижен и чувствуешь необходимость отыграться на ком-нибудь. Но это не дает тебе права клеветать на мою семью. На твоего брата», — снова уточнил Алексей, — «я обвиняю только одного члена твоей семьи. По поводу честности остальных пока могу только догадываться». Лиза начала потихоньку терять самообладание. «На каких основаниях ты обвиняешь Михаила в мошенничестве?» «На тех основаниях, что я банкир и разбираюсь в этом. Я никогда не позволяю сердцу руководить разумом». «Я не понимаю тебя», — окончательно запуталась Лиза. «Позволь мне объяснить. Вера состоятельная женщина». «Это я знаю», — ответила Лиза. «Немного изобретательности, и Вера поверит в то, что ее детская любовь может стать чем-то большим, если в нее вложить определенную сумму денег. Мне кажется, тебе следует хорошенько подумать над тем, о чем ты говоришь», — строго сказала Лиза и сделала то, что нужно было сделать сразу. Развернулась и пошла к двери. «Ваши близкие отношения с Верой заинтересовали меня», — продолжил Алексей. «Поэтому я посчитал нужным навести справки о тебе и твоей семье». «Навести справки?» Лиза развернулась и уставилась на него. «Кто тебе дал право?» «Это право жениха Веры, который был удивлен вашей дружбой». «Вы не в ее стиле, Елизавета», — заявил Алексей. «Невооруженным взглядом видно, что Вера принадлежит к другому кругу. И вдруг я вижу тебя в лучшем отеле Питера, в номере, который оплачивает ее семья. Вера дарит тебе одежду, чтобы ты не выглядела белой вороной, и даже делает тебя подружкой невесты». «Собиралась сделать», — пробормотала Лиза. «Точно», — кивнул он. «Поэтому я решил кое-что проверить и, угадай, что обнаружил. Ваша фирма не переживет сегодняшний кризис. Она обанкротилась. Ваш отец в долгах по самую шею. Твоему братцу совершенно не хотелось брать на себя такую обузу, как настаивал глава семейства. Михаил всегда мечтал стать актером», — покраснела Лиза. «Ох, как романтичную», — хмыкнул Алексей. «С его ангельской внешностью он очаровал бы не одну такую богатую дурочку, как Вера. Хотя», — добавил он, — «здесь есть и твоя заслуга. Ты так хорошо запудрила Вере мозги, что она и не догадалась об истинных планах твоего брата». Лиза расправила плечи, которые готовы были согнуться под тяжестью обвинений. «Ты закончил вешать на мою семью все смертные грехи?» — громким голосом спросила Лиза. «А ты с характером», — прокомментировал Алексей. «Мне это нравится». «Зато ты мне не нравишься», — повысила голос она. «Мы с Верой подружились еще в детстве. Ее деньги и отсутствие их у меня никогда не были предметом наших разговоров. Дружба основывается не на этом, если ты еще не знаешь. Моя семья каждый день работает, чтобы прокормиться», — гордо заявила она. «Каждый трудится так, как может. Мой отец не разъезжает по миру, маясь от безделья и поддерживая имидж плейбоя, который ему обеспечивают происхождение и богатство. И если мой брат не похож на вас, то по крайней мере он знает, что любим, в то время как вы, Алексей, никогда не были любимым, потому что вовсе не знаете такого чувства. Его затмили эгоизм и самодовольство. Мне кажется, у вас сложилось неправильное мнение о моей семье», — ответив, нахмурился Алексей. «Теперь мне любопытно, где вы собирали информацию и зачем». И тут Лиза поняла, что попалась. «Я», — пробормотала она, зная, что вот-вот покраснеет от стыда. Тяжело было признаться в этом даже самой себе. Ведь она провела не один час в интернете, читая все о семье Алексея. «Вера, она обрисовала ваш брак как выгодный контракт, потому что вы оба представители известных фамилий. Мне это показалось настолько циничным, что я сочла ее слова шуткой. Но теперь вижу, что Вера говорила серьезно. Твое сердце, наверное, сделано из камня, раз ты оскорбляешь моих близких». «Закончила?» — спокойно спросил он. Пытаясь сдержать дрожь, которая охватила ее, Лиза сжала губы и кивнула. «Тогда мы можем вернуться к нашей свадьбе. Я не выйду за тебя замуж», — воскликнула она в ужасе. «Прошлой ночью ты меня поцеловала», — с улыбкой напомнил ей Алексей. Зря Лиза молилась всю ночь напролет, чтобы он забыл об этом. «Я была пьяна, я тоже так думал. Но, возможно, ты специально отвлекала мое внимание, пытаясь прикрыть Веру», — заявил он, доставая из ящика стола толстую папку. Лиза была настолько поражена этими словами, что ничего не могла ответить. Алексей только холодно улыбнулся. «Все можно интерпретировать двояко, Елизавета. Когда ты вела себя со мной, как сладкая скромная девственница, я был польщен». Но он открыл папку. «Ситуация выглядит по-другому при дневном свете. Подойди и взгляни вот на это». То была не просьба, а приказ.
Через секунду Лиза смотрела на листок бумаги, на котором крупными буквами было написано название фирмы ее отца. «Как тебе удалось это заполучить?» – прошептала она. «Я банкир», – снова напомнил ей Алексей. «Воспользовавшись нужными связями, я могу заполучить все, что захочу. Посмотри», – жестко сказал он, и Лиза уставилась на его указывающий палец. «Судя по этому документу, счет вашей компании пополнился солидной суммой пару дней назад». Лиза смотрела на цифру и не верила собственным глазам. $5,5 миллионов. Если ты обратишь внимание на следующую запись, спокойно продолжал Алексей, то там черным по белому написано, что эта сумма была снята со счета в тот же день. «Не может быть», – пробормотала Лиза. «Мне нужно позвонить отцу». «Ты никому не будешь звонить. Сейчас я контролирую ситуацию и хочу, чтобы все так и оставалось». «Что ты контролируешь?» – уставилась на него Лиза. «Тебя», – ответил Алексей. «Пока ты не принесла мне письмо Веры, я недоумевал, почему твой отец успешно договорился об условиях займа, который мог бы спасти его компанию, чтобы тут же перевести деньги куда-то еще». Лизе необходимо было присесть. Пол уходил у нее из-под ног. Она рухнула в кресло, пытаясь прийти в себя от полученной информации. «Кроме отца только твой брат имеет право доступа к счету. Умножь 2 на 2, Елизавета», — сказал Алексей. «Не требуется много ума, чтобы догадаться. Именно твой брат взял деньги на финансирование романтического побега с Верой. Если ты принимала в этом участие, то, я надеюсь, понимаешь, что теперь тебе придется за всех отдуваться». В данную минуту Лизе было наплевать на себя. Она волновалась за отца. Если только он узнает, что натворил Михаил, его сердце может не выдержать. «Должен заметить», — невозмутимо продолжал Алексей, «что даже если ты не замешана в этом деле, то все равно ответишь за поступок брата. Потому что я хочу взять реванш. Никому не позволено делать из меня идиота. И если для этого мне придется нацепить на тебя свадебное платье Веры и жениться на тебе, то именно так я и поступлю». «Ради бога», — воскликнула Лиза. «Тебе не кажется, что ситуация плохая без твоих глупостей?» Он рассмеялся. Лиза не могла поверить, что она слышит смех Алексея. «У тебя необычная манера изъясняться». Если бы их не разделял стол, Лиза бросилась бы на него с кулаками. «Я не выйду за тебя замуж». «Почему нет? Со мной что-то не так». «Лучше не спрашивай», – пробурчала Лиза и обхватила себя руками. Она не могла поверить, что все это происходит с ней. Девушка даже ущипнула себя, надеясь проснуться. «У тебя взгляд льва», – сказала Лиза. «Львы помечают свою территорию, ревностно охраняют своих самок, но не охотятся», – заметил Алексей. «Что это значит?» Алексей пожал плечами и задумчиво сказал: «Я готов совокупляться. Я хочу детей. Мне не нужно было охотиться за Верой, потому что она всегда была рядом. Теперь рядом ты». Его чертовски хитрые глаза сфокусировались на ней. «За тобой также не надо охотиться. Я поймал твоего братца на воровстве, и так тебе нравлюсь, что ты не можешь это скрыть». «Ничего подобного», — попыталась отрицать его слова Лиза. «А как объяснить тот нежный и сладкий поцелуй? О, ради бога! Прекрати вспоминать об этом. Это был не поцелуй. Я случайно коснулась губами твоей шеи, и я была пьяна», — добавила она. «Пьяна от того, что уже долгое время не знаешь, как ко мне подступиться», — сказал Алексей. «Каждый твой жест кричал о том, что ты хочешь меня, с самой первой нашей встречи. Я чувствовал это в отеле, когда мы ехали в одном лифте. Вчера, когда мы танцевали, я поддался искушению и вывел тебя на террасу». Лиза думала, что умрет от смущения. «Но, ты старше меня. Что делает тебя стариком в моих глазах?» — ответила она, пытаясь обидеть его. «Мне 32, тебе 22. Это хорошая разница, дорогая». В первый раз Алексей употребил в ее адрес ласкательное слово. «Это означает, что я могу предложить тебе опыт, которого набрался. В свою очередь ты можешь предложить мне молодость, стройность и шелковистость твоего тела. Не такой плохой союз, учитывая, что тем самым ты спасешь своего отца от ужасного скандала». «Какой же ты холодный», — пробормотала Лиза. «Не в постели. И это все?» — покраснела она. «Я получу твое тепло только под одеялом, а днем буду лишь молодой богатой женой. И никакой любви». «Любовь — фантазия», — отмахнулся Алексей. «Я и не ожидала другого ответа от тебя. Опять намекаешь на мою семью». «Я намекаю на то, что ты мне очень не нравишься», — буркнула Лиза. «Но ты желаешь меня как ненормальная», — улыбнулся Алексей. А Лиза нахмурилась. «Ты заводишься при одном взгляде на меня», — спокойно заявил он. «Подсознательно ты чувствуешь, что секс между нами будет просто феерическим. Одна мысль об этом не дает тебе покоя. Если я сейчас обниму тебя, ты вспыхнешь как свечка. Без кровати и простыней». Лиза сказала это, не подумав. Она хотела обидеть Алексея, но добилась от него лишь ухмылки.
Я легко приспосабливаюсь к любой обстановке, моя дорогая красавица. И что произойдет, если однажды я ворвусь в твой кабинет посреди рабочего дня и потребую исполнения супружеского долга? А у тебя будет, например, важный телефонный разговор, от которого зависит контракт на $1 миллион. Это твоя эротическая фантазия, уточнил Алексей. Тогда, конечно, я сделаю все от себя зависящее, чтобы исполнить ее. Только не забудь заранее снять колготки. И он оглядел ее с макушки до ног. С трусиками я справлюсь, а вот колготки требуют больше времени. Боже, ты невыносим, бросила Лиза. Просто я намного опытнее тебя в этих играх, объяснила Алексей. Хотя твоя идея мне понравилась. Надо будет ее притворить в жизнь. Кстати, ты знаешь, куда сбежали эти любовнички? Неожиданно поинтересовался он. Понятия не имея, покачала головой Лиза. Твои волосы вспыхивают от солнечного света, который падает на них из окна, сказал он, смотря на нее. Когда ты перестанешь? Не выдержала она. Никогда, ответил Алексей, спокойно раскачиваясь в кресле. Он был уверен в себе, а Лиза не могла отвести от него взгляд. У нее складывалось впечатление, что он бросает ей вызов, который она не может не принять. «Выходи за меня замуж, и я превращу твою сексуальную жизнь из скучной мелодрамы в захватывающий боевик». Кто сказал тебе, что и как моя сексуальная жизнь? Вера, конечно. Кто же еще? Лиза подумала, как так, ее лучшая подруга сказала такое ему. Она подкидывала тебе любовников, которые наверняка были скучными в постели. Улыбнулся Алексей. Я не собираюсь больше слушать этот бред. Мрачно объявила Лиза и в очередной раз сделала шаг по направлению к двери. Но этот инквизитор не собирался так быстро отпускать ее. «Выходи за меня замуж на следующей неделе, и я вытащу твоего отца из долговой ямы, выплачу его долг и пошлю своих людей, чтобы они проследили за восстановлением работоспособности компании. Если ты этого не сделаешь, я запущу скандальную информацию в газеты и буду со стороны наблюдать за крахом вашего бизнеса. Кое-кто в долгу передо мной, Елизавета», — добавил он. «Либо ты выплачиваешь этот долг, либо твоя семья. То, что я хочу тебя, дарит тебе возможность выбрать». «Это просто месть», — прошептала Лиза. «Месть? Одно из проявлений страсти, любовь моя. Я советую тебе воспользоваться шансом, пока он есть». Он умел уговаривать. Лиза слушала его и понимала, что на самом деле у нее нет выбора. Не понимала она только одно, почему ее брат так поступил. Неужели таким образом он хотел показать отцу, что ему наплевать на бизнес? Или, может быть, Вера подтолкнула его к этому, чтобы отомстить отцу за разрыв ее отношений с Михаилом? Он запретил им встречаться, что, конечно, разозлило влюбленных. Мать Вера тогда еще предупреждала отца, что нет ничего страшнее разлученных любовников. Стоило хотя бы вспомнить Ромео и Джульетту. Лизе оставалось надеяться, что они не пойдут до конца и не убьют себя. Но их поступок, тем не менее, казался ей удивительным, ведь они оба встречались с другими после разрыва. Более того, Вера собиралась выйти замуж. Значит, они все же справились со своими чувствами, или просто умело скрывали их. И Лиза не могла не признаться себе в том, что ее обидела скрытность брата и подруги. Ни один не обмолвился ни словом. Они знали, что она будет их отговаривать, и поэтому решили молчать. «Что с ними будет, когда они объявятся?» – спросила она Алексея. Вера не сделала ничего плохого. Передумать – ее право. Что же касается твоего брата, то твой отец и директора банка будут решать его судьбу. Четко и откровенно. Он даже не стал повторять, что именно он держит топор у шеи Михаила. Или все-таки все зависит от Лизы? «Я не надену свадебное платье Веры», – прошептала Лиза. «И мы не будем венчаться. Я не позволю тебе покупать мне ничего лишнего. И не перестану работать. Я непременно выплачу тебе каждый рубль, который ты вложишь в компанию отца. Ты выйдешь за меня замуж так, как положено. Ты примешь любой мой подарок и не вернешься на работу. Ты не можешь так просто заменить Веру мною», – воскликнула в негодовании Лиза. «Тебе не дадут разрешения. Не люблю повторяться, но сегодня деньги решают все. Мне кажется, я тебя ненавижу», – пробормотала Лиза. «Тем не менее ты с радостью примешь мое предложение и с гордостью будешь носить мою фамилию. Весь мир должен поверить в то, что мы внезапно поняли, что не можем друг без друга. И ты не будешь возвращать мне долг. Если только ребенком. То есть ты не будешь сопротивляться тому, чего мы оба хотим. Я могу теперь идти?» – спросила она. Лиза была на грани нервного срыва, и ее севший голос вызвал у Алексея желание выругаться. Он встал, и на секунду Лизе показалось, что Алексей хочет подойти к ней, но потом он передумал. «Ты сможешь уйти через минуту», – заявил он. «Нам осталось обсудить пару деталей». «Обсудить? Неужели я имею право на голос?» – с сарказмом спросила Лиза. «Возможно», – хмыкнул Алексей. «Но не сейчас. Я поговорю с твоим отцом сам.
Это не обсуждается. И ты не вернешься в отель, потому что с этого момента твой дом здесь. Лиза возразила. Я чувствую себя заложницей. Не стоит так драматизировать. Здесь я смогу защитить тебя от журналистов, которые оккупируют отель в Питере сразу после объявления о нашей свадьбе. Также я склонен думать, что семейству Веры эта новость придется не по душе. Ты пожалеешь их, а я – нет. Какая ирония судьбы, усмехнулась Лиза. Они ведь сами меня сюда отправили. В глазах Алексея блеснуло удивление. То есть они напуганы? Побоялись приехать сами? Отлично. Это обстоятельство в нашу пользу. Когда ты перестанешь говорить так, будто я замешана в этом побеге? Воскликнула Лиза. Я всего лишь пешка, которую ты используешь в своей игре. Пешки очень сильные фигуры на шахматной доске. О, заткнись. Не выдержала Лиза. Ты не представляешь, как меня раздражает то, что у тебя на все есть готовый ответ. Алексей слегка улыбнулся. Постараюсь держать эту привычку под контролем. Лиза глубоко вздохнула, зная, что он не сдержит свое обещание. Теперь я могу идти. Алексей взял телефон, набрал несколько цифр и начал давать инструкции на английском кому-то на другом конце провода. Лиза слушала и пыталась не обращать внимания на чертовски привлекательный тембр его акцента. «Ты что-нибудь поняла?» – спросил он минутой позже. «Немного», – кивнула она. Алексей приказал приготовить Лизе комнату. «Твоя комната будет в твоем распоряжении уже через 5 минут». Алексей встал и подошел к ней. Лиза инстинктивно напряглась и приготовилась, словно спринтер, ожидающий выстрела стартового пистолета. «Что?» – спросила она. Он ничего не сказал, а лишь поднял руку и погладил ее по щеке. Лиза с удивлением ахнула. Она разрывалась между желанием убежать и влечением, которое, несомненно, испытывала к нему. Но ей нельзя поддаваться искушению. Иначе он узнает то, что ей хотелось бы сохранить в секрете. А Алексей казался ей божественно красивым. Совершенно бесполезно было отрицать очевидное, несмотря на его эгоизм и самоуверенность. Он помимо этого обладал невероятной притягательностью. Алексей опустил глаза, а его рука коснулась ее губ. «Могу предложить тебе сделку», — сказал он низким чарующим голосом. «Ты все же можешь расплатиться со мной. Но не деньгами, а поцелуями. Скажем, 1 евро за поцелуй. Начинай прямо сейчас». Он наклонился и обхватил Лизу за шею, чтобы она не сбежала. «Оттолкни его», — твердили Лизе остатки ее здравого смысла, но она стояла не шелохнувшись. И вот он поцеловал ее. Мягко, нежно и бесспорно умело. Вдруг он отступил, посмотрел ей в глаза и сказал. Тихим голосом, глаза серые. «Нет, на этом я не остановлюсь». Алексей снова наклонился и поцеловал ее, на этот раз страстно. Так что Лиза слегка простонала. «А вот теперь практически зеленые», — отметил Алексей. 2 евро дало из твоего долга. И с улыбкой на губах он вышел из комнаты, оставив опешившую девушку. Она только что отдалась ему, опровергнув свои же слова о том, что не хочет его. И как ей теперь смотреть Алексею в глаза? У нее не было сил бороться с ним. Она действительно вспыхивала, как свечка в его руках. И самым ужасным было то, что Алексей прекрасно это знал. Конец 2 части.